Добрый день, с вами ведьма Аграфина и мой канал магии и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, в том числе любовная и защитная, магия на успех, на крупные суммы, спонсоры, удача в замужестве, откуп от дурной судьбы, от болезни, от смерти, иногда то, что спасает нас, то, что уже не может спасти другими способами, поможет магия. Сегодня у меня гадание по знакам зодиака на неделю, неделя 7-13 февраля. Помним, что каждое утро мы просыпаемся, потому что нами руководит Солнце. Мы можем этого не замечать, однако также планеты, кометы, другие астрономические тела, Луна, все это влияет на наши эмоции, самочувствие, события извне, которые к нам идут. Это все делают высшие силы. Мы сегодня их просмотрим, как они влияют. Помним, что у нас еще есть магия. Помним, что у нас еще есть желание изменить нашу жизнь, подстелить соломки, если в неприятный период. Для этого мы и гадаем. Итак, Дева, 7-13 февраля. С чем ходит, что это у нее. Дева медленно уходит от каких-то старых проблем, переживаний и неприятностей. То есть вы чувствуете, что уже какой-то по-другому все, и подходит какой-то новый период в вашей жизни. Сейчас посмотрим, с чем это срезонирует. По работе. Девятка кубков. Ну, это карта недовольства, собственно говоря. Это могут быть эмоциональные проблемы в общении. Кто-то недоволен вами, вы недовольны ими. По сути, такая жизнь, такое случается. Не очень хорошая карта для творческих людей. Что-то вас не устраивает, что-то не радует. Пониженный эмоциональный фон, связанный с работой. Ну, пока это наши эмоции. Пока это наши эмоции. Держите негатив, да, под контролем. Зато очень хорошая карта Солнца у Девы. Вы можете посетить какое-то мероприятие, семейный праздник, день рождения, тусню, в которой вы можете прославиться, Солнце, в которой вы можете прояснить какие-то самые сложные ваши вопросы, и также встретить будущего супруга, кто одинок. Солнце исключительно одна из самых лучших карт Таро. Поэтому рекомендую, если у вас на этой неделе запланирован какой-то социальный визит, в том числе, может быть, к врачу, к какому-то косметологу, какой-то группе людей, шикарно, отличная карта также для образования, да, просветления. Ваше самочувствие неплохое, четверка кубка, единственное, что неприятные ощущения, связанные с пищеварением, что-то не пошло. Но это не болезнь, это не какое-то острое отравление. Однако учтите этот момент, не переедайте, или что-то вам не пойдет, невкусно, поташнивание. То есть вот все, что касается этих сфер, отнеситесь к этому внимательно. Так, вот оно, в личной жизни. Повешенный, перевернутый, двоякая карта. Угроза разрыва, если вы находитесь в отношениях, особенно в запутанных, подвисших. То есть тут может быть какой-то разрыв, какие-то резкие изменения. С другой стороны, если у вас все плохо, да, там вы не общаетесь, у вас вы одинокая дева, наоборот, это вот гнетущая для вас ситуация каким-то образом оборвется. То есть вот часть порадует. Девятка мечей все-таки указывает на развитие болезненности. Я бы указала, это все-таки больше связано с вашим эмоциональным фоном, перевариванием. Есть момент, где вы жестко теряете свою энергию. Ну, вот так. То есть, девы, внимание, не пропустите симптомы. Не сразу они могут лишить вас, как говорится, дееспособности. В целом карта Солнца покрывает, облегчает, по сути, все карты. Так что все будет легко.
Наши весы. Весам прибыль, покупка, удачная покупка, приобретение, подарок. Если вы собираетесь вкладывать во что-то, там, делать себе зубы, покупать машину, ремонт, исключительно удачная сделка. Может это вкладывать в бизнес, рекомендую. По вашей работе, семерка жезлов, будете упахиваться, конечно, но раскидаете все вопросы, устанете. То есть, и также эта карта указывает на то, что возникшие на этой неделе вопросы, они легко решаемы, поскольку это младший аркан, да, придется попотеть, но вы можете достигнуть большего по этой карте. Вам ничто не мешает. Активнее, будьте хитрее, активнее отстаивайте свои права, и собеседование пройдет вот так вот трудно, но успешно. Ваша социальная жизнь, королева жезлов. Ну что, поскольку у нас весы знак все-таки воздуха, королева жезлов — это женщина, которая тянет на себя внимание. Она просто нарцисска, она просто, да, очень талантливая, красивая, умная, однако все сосредоточено на ней. Если вам необходимо решать какие-то вопросы с женщиной, вы должны учесть этот ее нюанс, поскольку все будет зависеть от нее, от ее настроения, то есть ее надо хвалить. И также, если вы идете на тусовки какие-то, она будет вас затмевать. К сожалению, такая женщина. Хотя может она искать вашего одобрения в том числе. Будьте, понимаете, что перед вами стоит такая фигура. Ваше хорошее состояние здоровья, прилив сил можете ощутить. Особенно хороша карта для выздоровления желудочно-кишечной, выбора лечения, кстати, не оперативного, выбора врача, правильная стратегия лечения, если вы больны. Если вы здоровы, у вас все отлично, еще, кажется, и будет еще лучше. Можете спокойно спить, есть, нагружать. Так, в личной жизни суд. Ну, суд — это важное решение, к какому-то вы подойдете. Причем подойдете это осознанно. Суд — карта плод взвешенного решения. Это может и предложение замуж, и расписаться, оформить что-то, оформить между вами в казенных домах. Однако это может быть, если у вас сложные отношения, решение расстаться. То есть последний суд, ну, тут нет плохих карт. Я думаю, что решится так, как вам нужно. И карта прямая, суд прямой. То есть решится, возможно, что это будет ваше какое-то, ну, как бы, воззвание к справедливости, к тому, чтобы все-таки решить это. Шестерка мечей, отличная карта, вы в движении к намеченной цели. Также это карта путешествия. Путешествие с какой-то конкретной целью, и вы видите горизонт. Тихая, спокойная такая, по сути, карта у весов. Деловая, без лишних эмоций. Скорпионы. Восьмерка кубков. Скорпион немного ушел в воспоминания, в такую легкую грусть о прошлом, ностальгии. Вау, по солнцу. По солнцу слава вас ждет в вашей работе. Также это любой заработок, может у вас и подработки, солнце, какая-то неяркая, может, хоть и перевернутая карта, говорит о том, что слава какая-то к вам идет. Кому нужна слава? Кому нужна слава? У кого-то это прекрасная возможность получить образование, нужные данные, то есть просвещение, в том числе солнцем, какое-то повышение, улучшение обстановки, потепление обстановки. Также, если у вас какие-то там проблемы в коллективе, прием на работу, кстати, по вашему социуму. Девятка мечей перевернута. Накручивайте себя, опасайтесь людей, которые, может быть, не столь опасны. Переоценивайте опасность. Вот так. Так, ваше здоровье. Императрица перевернута. Скорее вы переутомились.
слишком много, не вмешивайтесь слишком активно в ваше состояние здоровья, не передавите, то есть это может быть и повышение, понижение давления. Также вмешательство, если вас лечит женщина, она может, ну, скажем так, перегнуть палку в вашем лечении. Слишком много всего. Не оказывайте слишком много воздействия на ваше здоровье. В целом для больных, кто выходит из состояния болезни, состояние улучшается, но медленно. С усилиями, такими продавливаниями. Любовники, шикарная карта. Ля-ля, фа-фа, ля-ля. Для всех. Тут и, если вы одинокий, Скорпион, вам несколько знакомств. Прям все вас хотят. И такой, и сякой. И для мужчин, и для женщин. Влюбленные. Если потепление отношений, любовная встреча. Новая встреча, может даже с выбором среди любовников, среди этих поклонников ваших. Семейная жизнь, приятное времяпровождение, кругу семьи, детей. И конец недели, мир перевернутый. Говорит скорее о том, что если вы собираетесь в поездку в другую страну, она будет немножко проблематично идти, как бы с задержками. С другой стороны, эта карта говорит о том, что вам придется определиться на выходных, какое-то уделить внимание одному делу, да, и отойти от другого. То есть у вас такое, куда поехать, выбрать что-то одно вам надо. Но это скорее касается дел, бытовых каких-то вопросов. Так, наши стрельцы. Так, у стрельцов все устремляется. Во-первых, это карта дальнего путешествия удачного. Если вы не отправляетесь в какое-то дальнее путешествие, которое пройдет отлично, к слову, это расширение вашего влияния по миру. У вас прям далеко идущие планы, и туда, и сюда, и везде успеть. Стрелец, кстати, одна из карт, которая именно по своей натуре имеет широкое сознание, дружит со всеми вероисповеданиями, все цвета кожи, то есть это такие всеобъемлющие, самые толерантные у нас стрельцы. По работе пятерка мечей перевернута. Борьба, в которой вы уже не хотите играть или выиграть, что-то вы совсем уходите от этой борьбы. Борьба также с ветряными мельницами, понимаете, что вы там ничего не получите. То есть на этой неделе так. Ну, видите, у каждого своя ситуация, поэтому не стоит даже вступать. Не стоит, то есть карта, если по совету, засесть, да, потому что не стоит тратить на это силы. Социум, вестник Пентакли, это перевернутый. Вы хотите что-то купить, вложить. Идет это с трудом, потребуется больше денег, больше усилий. Вот, сверху какие-то дополнительные затраты пойдут на это, если подарок на день рождения кажется кому-то дороже или еще что-то, или придется более сложным путем каким-то идти в государственных органах, получение каких-то документов. Кажется, что это еще и машина окажется дороже, чем вы предполагали. Так, всадник мечей, быстро приходящие расстройства, они могут скорее касаются ваших более любой локализации, и что-то там закололо, имейте с собой, да, что там, нож, все это быстро приходящее, однако указывает, что эти процессы они у вас периодически где-то происходят. Всадник мечей что-то остро заболит, отпустит, однако также еще опасайтесь все-таки травм. Легкие, пока речь идет о легких травмах. Так, здоровье, так, хроника. Все-таки то, что вас колет,
То, что у вас покалывает, это все-таки следствие вашей хроники, за которую, может, вы давно забыли или не занимались ею. И вот она вам тут не до личной жизни, я скажу стрельцам. Все уходит в какое-то самочувствие. Пока еще, как говорится, есть возможность. Да, обратите на это внимание, что стрельцам десятка, ну зато радостно пересчитывает денежки. И тут как бы не поход к врачам. Ну, вообще это получение денег, крупной суммы, радость от семейного благополучия или, наконец, оформление какой-то сделки, по которой вы получаете все, что вы хотите, много денег, много имущества. И у вас на все хватает, на ваше лечение, на ваши какие-то хотелки и так далее. Прям вы этим вас успокаивает. Козерог. Козерог мечется в каких-то непонятках. Ехать, не ехать, звонить, не звонить, писать, не писать. И ситуация не стабилизируется никак. Также, если вы оказались в какой-то непонятной ситуации, застряли в аэропорту, не знаю, еще что-то, не выдают зарплату или у вас что-то, какие-то документы не оформляются. Ну, сейчас посмотрим, с чем это срезонирует, куда это идет. Так, вот она работа. Работа и от меня до Федота. Ну что, вот они, деньги. То дают, то не дают, и то дают, но не те. Еще и подгружают работа, сделай как ты то, сделай ты то. Возможно, подработки налево, связанные с тем, что что-то нестабильность в оплатах, либо какие-то... Ну, то есть вас пытаются взять от вас больше, а заплатить меньше. Ну, такая частая ситуация. Вот она. К этому пентакле обычно они так делами относятся. Социум, двойка мечей. Компромисс. Не очень хочется на это идти, но вы улыбаетесь людям, которые вам не сильно-то приятны. То есть этот конфликт пока сидит незаметно. То есть вы пошли на какое-то перемирие у нас туда. С кем? С кем? Думаете, с кем? Да. Так, двойка жезлов. Состояние здоровья. Состояние здоровья нестабильно, что все на двойках пошло. От чего это так зависит прям. Ну, козероги, они как земные знаки, очень зависят от своих доходов, видимо, поэтому, что вас беспокоит. Двойка жезлов, неопределенность, могут какие-то, то там схватило, но ничего пока не развивается. Также, если вы болеете или выздоравливаете после какой-то операции, ну, нестабильно идет выздоровление. То есть вы хватаетесь то за одну стратегию, то за другую, то за одно лекарство, то за другое, пока вот так. Ну, в целом, не ухудшение. Ага, в личной жизни ничего, забросили. Можно сказать, что вы никаким образом не оправдываетесь, не боретесь. То есть ситуация вышла, вы как-то забросили эту личную жизнь. Что происходит? Оно как-то само собой плывет. И вы ничего к этому вообще никак не относитесь. Все, перевернутая девятка жезлов. Вроде и проблем нет никаких, и препятствий, но и действий никаких нет. Так, если вы семейный, то как бы все это такая вот рутина. Ага, вот она, королева пентаклей. Это есть женщина, козерог, которая беспокоится о своих деньгах. То, о чем я говорила. Беспокоит ее деньги, беспокоит. Если вы мужчина, это ваша женщина, это ваше беспокойство по поводу, да, не слишком ли она дорого мне обходится, эта женщина. Ну или женщина взрослая. Размышления о ценах. То, что козероги очень любят. Да, что немного они скряги. Как все дорого, как все дорого. Водолеи. Водолеи. О, водолеев. Прям грусть, печаль по поводу денег. И прям оно усугубляется, усугубляется. Никто мне не помогает. Я бедный, несчастный водолейчик. Эй, ну это так, с чем ходит, с чем... Так, по работе, мах. Ну что, у вас тут работка. Правда, это можете быть вы сами водолеи. Да, проявите хитрость.
тогда она будет работать на вас, ну, то есть не перехитрите самого себя. Если вы не женщина, то скорее это ваше какое-то руководство. Причем по магу руководитель не показывает истинного отношения к вам, а скорее вот так вот хитрит, манипулирует. Ну, для тех, кто хочет на работу, имейте в виду, что ну, вас так попытаются хорошо так использовать и в хвост, как говорится, и в гриву. Работа, да, устройство на работу, да, но выжмут с вас там все соки. Потому что маг, он манипулятор. Вау, сколько интересных карт. Шут. Полное изменение вашей социального окружения. Ну, водолеи у нас вообще космические люди. В другой космос попадете. Собственно говоря, одна из... Да, шут. У меня ассоциируется и шут с водолеем. То есть полностью окажетесь в каком-то месте, в совершенно неожиданной компании. И эти люди, кажущиеся вам странными, непонятными, ну, там уже говорю, что может быть артисты, не знаю, то, что вам может не свойственно, и программисты, это очень странные, непонятные, но у вас с ними завяжется какое-то очень интересное и, главное, перспективное общение. То есть вы рискнете, и рискнете не зря. Звезда перевернута. Ну, тут что-то грусть, печаль продолжается. Пониженное настроение. А по звезде пока на этой неделе мы гадаем на короткий срок неясные перспективы, что делать, как выйти. Если у вас серьезная ситуация со здоровьем, по звезде непонятно, вы не видите выхода пока. Либо вам озвучат какие-то такие вот прогнозы. Не то, что неблагоприятно, ну, надолго, типа, будет это все надолго. Также это для здоровых означает просто дурное такое настроение печальное. По сути, там нет серьезных болезней. В личной жизни паж жезлов, заигрывание, приключения, может быть, знакомство с более молодым партнером, флирт, может быть, не с одним, паж жезлов, это такое вот легкое, ненавязчивое приключение. У кого что, да? Кто как к этому относится. И конец, возврат, любовь, морковь. Кто-то вернется из прошлого, встреча из прошлого, разговоры о том, чем вы когда-то говорили, не договорили. В общем, будет разборки. Такая вот неделя до второй половины знаков зодиака. С вами была ведьма Графина. Запись ко мне на платные услуги. Это и таро, и ритуалы, обсуждение, как нам улучшить нашу жизнь. Под этим видео, пожалуйста, в письменном виде. До свидания.